Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что по пятницам ждете наши выпуски и прямые эфиры с известным украинским политтехнологом Андреем Золотаревым. Андрей Владимирович, приветствую вас. Добрый вечер. Друзья, всем большое спасибо за то, что присоединяетесь, за то, что ставите лайки, за то, что поддерживаете добрым словом в комментариях, ну и, конечно, любыми другими способами. Это приветствуется, QR-код, который на экране, милости прошу, супер сики, супер чаты, супер спасибо. В общем, если работает эта функция, огромная вам благодарность. Также оставляйте свои вопросы в сообществе YouTube. Это абсолютно открыто и закрыто в клубе, закрытый клуб Шелеста в Телеграме. Чат трансляции тоже наполняйте своими вопросами, к ним мы перейдем в самом конце, ну и, собственно, с чата начнем. Прежде я скажу, что нужно подписаться еще и на Золотарева, ссылка в описании, его канал на Ютубе, поэтому переходите, интересуйтесь выступлениями на разных площадках и вообще, как мысль-то развивается. А тут, кажется, думать некогда. Нам все делают для нас, все, чтобы мы не думали. Давайте задумаемся вот над чем в вопросе нашего сегодняшнего эфира. Зачем Лукашенко позвал украинцев к себе? Ну вот зачем? И варианты. Это такое издевательство над Зеленским. Знает, что скоро все кончится. Вот скоро. И нужно так прыгнуть в последний вагон поезда, да, и всех прибрать к себе, плюс-минус вменяемых, потому что оно кончится и начнется тяжело. И в этот момент самый удобный способ. Или знает, что все совсем не скоро кончится, и Зеленский останется, и, в общем, это все как бы будет продолжаться, и поэтому... Ну, как бы и то, что из жалости, а вот из чувства безысходности, говорит, приезжайте к нам, украинцы. И еще один вариант, он объединяет, варианты друг другу не противоречат, но тоже интересный вариант, что зима близко. И вот эти гуманитарные катастрофы, которые вчера, например, активно обсуждались экспертами, говорят, что если воду слить в Киеве, а потом, в общем, вообще ничего нельзя включить, ТЭЦ 3 дня не поработает и до свидания, отопления не будет, мерзлые многоэтажки, это все вполне себе реальная перспектива, вот Лукашенко и позвал. Сегодня Зеленский провел совещание и там ответил ему Зеленский, мол, вот... 4 утра, ракеты, вот это, ничего себе такой добрый. Ну, как обычно тогда, съязвил, схамил, но если отвечать на вопрос нашего сегодняшнего вопроса, на что бы вы обратили внимание? То, что Лукашенко с традиционным белорусским гостеприимством, а белорусы действительно гостеприимные, доброжелательные, позитивные люди, слегка издевается над Зеленским. Ибо Александр Григорьевич, он человек острый на язык, ничего, он не злопамятный, но ничего не забывает. Тем более, вот эти сентенции, за 5 лет он много наслушал. Я думаю, что ничего не забыл. А тем более, почему бы не пригласить часть украинцев? Тем более, что белорусский маршрут из Неньки стал очень популярным. Не только через Кису, не только через Карпаты, но и в Беларусь. Через Полесские болота уходят граждане Украины в поисках лучшей жизни. Ну, понятно, что Беларусь не нуждается в активистах, волонтерах, языковых активистах и так далее. А вот люди рабочих профессий, ну, не украинская интеллигенция, это понятно, журналистам, блогерам там делать нечего. А вот электрики, сварщики, механики там, водители будут вполне востребованы, если человек не заморачивается политикой, если его, ну, у него нет аллергии на рудименты советского прошлого, ну, вполне тихая, спокойная, чистая страна, где, в отличие от Украины, та же милиция, она вполне, скажем так, действует, как писал один мой знакомый, который прошел через Беларусь, все по закону, ни вправо, ни влево. А куда прошел? Ну, через Беларусь в Польшу и дальше на Нидерланды. Угу.
Ну, все-таки Нидерланды выбрал. Я думал, там просто через Беларусь еще активно ходят в Россию, понимаете? То есть там какое-то время побыли в Беларуси, потом отправились в Россию. И, ну, собственно, поэтому так и уточняю. Друзья, в общем, голосуйте, издевается ли Лукашенко над Зеленским или нет. Но, судя по всему, Зеленский издевается. Слушайте, у нас Покровская эпопея, мне кажется, вообще может быть многосерийным каким-то таким спектаклем, многосерийным фильмом. У нас новый сезон. В общем, всех заткнули те, которые должны военные эксперты со своей значимостью слова говорить о том, что надо всех выводить. Никто об этом уже не говорит. Все, окружения нет. Потому что нет окружения. А Зеленский вообще выдал сегодня на совещании, что 314 человек в Покровске. Представляете? Юлиан Рёбке только не совсем согласен, рисует карты и говорит, как-то они 314 человек, в общем-то, уже на северных окраинах, фактически захватив полностью Покровск. Ну, он там рисует свои карты, показывает, они есть здесь, здесь и здесь, как бы опираясь на данные ОСИНТ. Но этого активно не признает украинская сторона. Почему? Рёбке уже окрестили пророссийским пропагандистом. Это понятно. Потому что этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. А понятно, уже тут не только клеймят, а и клеймят пораженчество. Ну, это мне напоминает, знаете, собственно, 90 лет тому назад это тоже было популярно. Вот, кого наказывали? И пораженцев в том числе, не только тех, кто там вражеское радио слушал. Проблема ведь в том, что красные линии, о которых знает любой курсант военного училища, после которых, собственно, поздно пить боржоми, когда почки отвалились, они давным-давно пройдены. И любому человеку, который смотрит на карту, понятно то, что если уходить, то, опять же, инфильтрация малыми группами в темное время суток, бросая технику, вооружение. Но это ж как-то не вяжется с той благостной картинкой, которую у нас генерирует. Ведь вкладывать деньги в заведомо проигрышное предприятие наши партнеры тем более не будут. А значит, надо создать иную картинку. Но только, знаете, не путайте туризм с эмиграцией, а реальную войну с войной на телеэкране. Или, знаете, вот как 9-я рота, но реальная 9-я рота, она имела такое же отношение к реальной роте 9-й роте Бондарчука, как морская свинка к морю. Вот. Там немножко иные. Была такая операция «Магистраль». И да, собственно, подмога подошла. И подкрепление прислали. То есть там все закончилось относительно благополучно, без каких-то без стирания в ноль, как показано в фильме с этой группой советских десантников. Вот. А здесь ситуация гораздо хуже. И об этом уже прямо говорят, то, что тем более, что там находится та же 25-я десантная бригада. Хорошо мотивированная, хорошо вооруженная, обученная, но, видимо, очередной пример того, что политическая целесообразность взяла верх над военной необходимостью. А платить человеческими жизнями, кровью и материальными потерями. Понятно другое. Любой военный может сказать, если потеряна территория и сохранена армия, еще ничего не потеряно. А вот если уничтожена армия, то следом будет неизбежно потерянная территория. Дальше, знаете, уже сколько раз говорили, что Покровск на высотах за Покровском, 80 километров до Павлограда, равнина, не за что зацепиться. А Павлограду дюжат крепко уже, да? Да. Это говорит о том, что потенциально следующая цель. Синельникова точно так же выйдет. Это важнейшая узловая станция. Поэтому мы можем только гадать, куда. Там в сторону Славянско-Краматорской агломерации или же на Павлоград. Это уже один из важнейших промышленных центров и транспортных центров для Днепропетровска. Андрей Владимирович, если мы говорим о Покровске, то, смотрите, его вроде как в фортецю не превращают или превращают.
Если не фортеця, то как тогда назвать то положение дел, которое нам обрисовывают непосредственно начальство, да? Привели начальника генштаба. Ну, что, мол, скажи. Он говорит, есть план, не скажу, какой план, война нынче. Ну и вот так вот это все как бы и скармливается народу, что не переживайте, военное решение, все будет хорошо. Просто отступление и сдача – это тоже военное решение, тоже нужно много приложить сил. 2 цифры Зеленский называет в этом своем совещании. Там что-то 24 тысячи, короче, сколько-то там тысяч двухсотых, и это только убитых дронами, да, за 1 месяц, ну, в общем, так, потужно, что было. Вместе с этим Игорь Луценко сегодня говорит, что больше народу, или примерно столько же, сопоставимо, убежали из ВСУ в октябре месяце. 21 тысяча дел по дезертирству. То, что СЗЧ, который криминально наказывается, 21 тысяча. То есть это 4 полновесных бригады. Тут другой момент. К сожалению, у нас, когда Генштаб превращается, ну, его, скажем так, публичная активность превращается в элемент пропаганды вместо объективного информирования, ну, это быть беде. Это выстраивание параллельной реальности, а за параллельную реальность всегда рано или поздно прилетает по лбу. Ну так а чем аукнется? И на чем сердце успокоится? Вот все же об этом гадают. Потому что, ну, давайте так, есть там пропаганда, не пропаганда, но когда показывают взятых украинцев в плен, а там понятно, что это не искусственный интеллект. И они говорят, нас бросили, нас оставили, подмога не пришла, еды нет, ничего нет. Конечно, можно списать на то, что они же в плену, что сказали, то и говорят. Но по большому-то счету, ведь все бойцы, которые там ближе к передовой, говорят о таком положении дел. Ну, у нас же это не покажет в едином, может. Понятно, что надо что-то духоподъемное, но если оно не бьется с реальностью, значит, делать вид, что этого нет. Но это и есть. Уже выйти без больших потерь, уже из Покровска невозможно. Равно как из Нижнего. Там ситуация еще. Как вы оцениваете? Вот все связывают ситуацию в разгар вот этого драмы Покровской. Приезжает Уитакер. Там уже этап драмы мы проскочили, там трагедия. Значит, приезжает Уитакер и, видимо, что-то говорит Зеленскому. И, судя по всему, Зеленский сегодня в комментарии, он дал понять, что вот смотрите, россияне сейчас хотят взять Покровск, чтобы санкции отменили. Ну, или ослабили. Потому что, мол, глядите, вот мы берем Покровск, и вот ваши санкции не работают, и мы там пойдем дальше. Для того, чтобы как бы понудить к договору, к переговорам. А Зеленский, мол, говорит, поэтому мы не отдадим, в общем, не отдадим. Мы, говорит Зеленский. И, собственно, как вот в фильме «Девятая рота», да, мы победили. Ну, вот эта фраза звучит. Смотрите, тут все хорошо, но не является ли это какой-то точкой отправной к последующим решениям американцев касательно украинского вопроса? Что я имею в виду? Уиткофа. Там сейчас Дмитриев активно на российских, ну, там, российской прессе пересказывает свои 3 дня визита и встречу с Виткофом. Сам Витков выходит, говорит, ребята, вот газа, вот сейчас, а потом вот мы за Украину возьмемся. Да и вообще, говорит, в принципе, нормально все, есть прогресс. Его никто не видит, никто даже не понимает, о чем речь. Но американцы твердят, есть прогресс в мирном урегулировании и окончании войны. Так что это за прогресс? Добить Зеленского Покровском? Вполне возможно, поскольку Покровск, так или иначе, он будет иметь, когда станет очевидна развязка, это будет иметь политику. Так, в какой форме? Ну, не хочу загадывать, более я не хочу конкурировать с императорским раввином Шмуэлем Каменецким, который обозначил дедлайн окончания войны 15 января, и многие люди это восприняли всерьез. Ну, возможно,
инсайдеры Каменецкого в Нью-Йорке, Вашингтоне, а он человек, выходец из очень влиятельной, уважаемой евреи. Вот. Может быть, сказали ему о том, что такой дедлайн выставляет Трамп, вот такой посол США для НАТО поставил такой дедлайн 2 месяца на завершение войны. Но мне это как-то верится с трудом. Тем более, что при всех, ну, при всей несубъектности Зеленского торпедировать ну, стремление финализировать войну, у него ресурсов и, как говорится, и политической воли хватит. Ну, это он тоже примерно так же с Орбаном сегодня, да, вот говорит. Орбан сейчас у Трампа, оттуда новостей мы ждем, там разница часовых поясов, там уже написал Bloomberg, кажется, что вот, сенсация, 80% нефти российской, которая там производитель венгерский закупает, он готов заменить на что-то не российское, да и Орбан вроде как едет пробивать этот Будапешт, говорит, там буквально 2 вещи нужно каких-то решить, Америке и России, и все, Будапешт, вот он, приезжайте. Зеленский нервничает, когда говорят об Орбане. Зеленский говорит, мы вот там, они не хотят дружить, они хотят качать нефть, а мы, Украина, и никто на нас не повлияет, не дадим русским продавать нефть Орбану. Представляете? Думаю, вот рациональное зерно, то, что реально, это стремление вытеснить российскую нефтянку с европейского рынка. Вот, санкции в отношении Роснефти, Лукойла, ну, не смертельно, но заметно потеря капитализации на 11 миллиардов, и то, что, видите, по Болгарии, как говорят, что закрытие Лукойловского НПЗ ну, может обернуться политическим кризисом, победой российских сил и так далее. Но в сухом остатке остается вытеснение российской нефтянки с европейской. Вот, возможно, это цель. И тут Орбан может вполне, если ему подставят плечо с другой нефтью, но раньше того, как он не получит альтернативу, он отказываться от российской нефти точно не будет. Ну, Орбан-то, может, не откажется, но мы уж больно шибко упертые в этом отношении, по крайней мере, мы, это имеется в виду Банкова и Зеленский. Ну, уже ж, как бы правки в закон об образовании, где половина требований Будапешта относительно венгерского меньшинства были учтены, процесс пошел. Без лишнего шума, помпы, об этом, естественно, топ-спикеры не распространялись, но это уже есть. Потихонечку включили по пятну. Ну, в общем, приводит немножко в чувство, понятно. Если мы попытаемся понять, а что будет условно после Покровска. Марьяна Безуглая вчера разогнала очень такую дивную волну вместе там с Бунятовым, айдаровцем, что Покровск — это вообще только отвлечение внимания, пока все силы туда, спокойно себе в сторону Запорожья двигается российская армия, а тот же преснопамятный Рёбке, который ну, уже прослыл агентом Кремля, говорит, смотрите, мы тут вот это вот все тут Покровск не отдадим, прописью не сдадим, а тут гуляй-поле будут окружать. И там уже в обход всех линий обороны, всех вот этих пристреленных позиций, вполне себе могут организовать очень приличный прорыв в ту сторону. Запорожье. То есть понятно, что Запорожье, учитывая там, что это очень большой город, никто штурмовать его, как Бахмут, понятно, будут пытаться обойти, охватить. Но чем это грозит для населения Запорожья? Запорожцам стоит подумать его демокат, более безопасный, спокойный. Ну, поскольку уже прилетают и крабы. Вопрос времени, когда туда так Краматорск летят снаряды РСЗО с всеми вытекающими отсюда. Да. Каждый день превращается в лотерею. Андрей Владимирович, сегодня какая-то
дикая история, и вообще смотреть на Ермака как-то дико. Такое ощущение, что что-то таки произошло у них там в кулуарах, и он немного отодвинут от корыта принятия решений. Из чего я делаю такой вывод? Ну, во-первых, да, сегодня европейцы ввели санкции, ну, или как ограничения по поводу виз для россиян, но они такие специфические. В общем, теперь россиянам вот эту мультивизу, которую не надо продлевать, многоразовую визу, в общем, ее запретили, и надо каждый раз, когда ты едешь в ЕС, брать новую визу. Но старых мультивиз или каких-то других там выданных не на территории России виз для российских граждан это не касается. Ну, то есть такое объективное бюрократическое половинчатое решение. Ермак выходит в паблик, говорит, критикует, в общем, это все ой-ой-ой, не могут по-нормальному, скажем, запретить россиянам въезд-выезд. Кая Каллас говорит, феноменальные вещи, говорит, приезд в Европейский Союз – это не как бы данность, это привилегия. Представляете? Интересно вот Кая Каллас рассказать многочисленным темнокоженьким, смугленьким, переплывшим в Италии куда-нибудь или в Испании, или где-нибудь еще через Гибралтар, например, да, или через Средиземное море на лодочках. Вот какая привилегия у них. Ну, да ладно. Возникает другой момент. У Ермака проблемы. Сегодняшняя детективная история о том, что кто-то, прикрываясь его именем, за $100 000 предлагал купить кому-то департамент, ну, место главы департамента в офисе президента. И смотрите, ну, мошенники, Ермак говорит, спасибо, полиция, все классно, но возникает вот такой осадочек какой-то неприятный. Слушайте, я вот все-таки подписчики, у меня то, что надо, пишут в комментариях в клубе Шелеста, говорят, смотрите, а давайте представим, Рубио, происходит нечто подобное, а он записывает минутное видеообращение о том, что это не я, спасибо полиции, да никогда в жизни. Или любого другого руководителя, любой другой, ну там, не знаю, страны или любого другого, ну, по этому поводу, чтобы вот так записывать. К чему это было? Александр, дыма без огня не бывает. Ну, вы помните же 5-летней давности историю, когда с братом Ермака, ну, правда, тот антикоррупционный активист, который записал и там пытался сделать разоблачение, он сгинул на войне. Но, знаете, в полку детей лейтенанта Шмидта, простите, братьев Ермака, видимо, прибыло. Ну, еще могут быть братья и сестры Миндича, вполне возможно. То есть, ну, и очевидно, знаете, вот делать такие предложения, но это же не американскому этому, военнослужащему, воюющему в СУ, там продавать лазерное оружие против дронов за $85 000. Ну, тоже там 2 афериста развели. То есть, когда выходят с таким предложением или ищут, ну, как правило, то есть, имеют дело с людьми тертыми, которых, ну, с которыми надо очень убедительно играть, сознанием дела. И, очевидно, где-то вот 100 000 это близко, как говорится, к ценным рынкам. Вот. Ну, раньше, помните, торговали должностями начальника областного управления. Тогда цена, прайс был от 1 до 2 $. Понятно, что такие деньги там, за год, за 2 должны были отбиваться. Поэтому тут вопрос же. Да, вид, конечно, у Андрея Борисовича не лучший, но, знаете, всякое бывает. Возможно, токсичность уже, знаете, вот Ермак же был как промокашка, вбирал в себя всю тактичность, и, видимо, это уже начало капать на чело Владимира Александровича, а тут еще и там другие подобрались к уху и нашептывают, что ну, это как бы перебор. Возможно, какой-то момент опалывается. Плюс, учитывая специфическое отношение к океану, к персоне, ну, кто такой Ермак, какой его статус. Формально нет же в Конституции такой должности, как глава офиса президента. А там вот, как говорится, вот эти нюансы очень четко секут. Поэтому, плюс тут еще и начинается другое, там,
Один есть, по-моему, Горбуненко, который был АГТ фирма такая, которая присосалась, прокладка, которая присосалась к Одесскому припортовому заводу. Я как-то лет 5 назад написал про то, что это, контора «Рога и копыта». Горбуненко обиделся, написал мне, потребовал извинений, был послан в пешеходное эротическое путешествие, подал в суд. У меня был хороший адвокат, довольно так, предметно прошелся по этому иску, и на том оно и затихло, а после войны он за 7 дней до начала войны этот Горбуненко сбежал в Соединенные Штаты, где его хлопнуло ФБР, но чудо, он не сидит в тюрьме. Очевидно, он проявил сознательность и пошел на сделку с американской Фемидой. А это означает то, что там могли узнать очень много интересного. Про то, как еще до войны косили миллиарды. А тут понятно, что все, что связано с газом, с нефтью, с электроэнергией, все это проходит через кабинет президента или кабинет главы офиса. Понимаете, от чего может настроение испортиться. И человек может недалеко, все уже забыли про Павла Ивановича Лазаренко, но Павел Иванович, хочу сказать, по сравнению с нынешними, это просто ангел во плоти. Да, он, как говорится, макал руки в мед, но в 90-е годы при нем был достроен один из Кадатский мост в Днепре, было достроено метро, был построен новый автовокзал. В 90-е годы, когда все рушилось, и Днепр был более не менее стабильным и благополучным. То есть, по крайней мере, были видны результаты его деятельности. В этих же, при том, что в страну пришли очень большие деньги, но как в песок. А зато мы получаем массу офигительных историй про фирмы, которые начинают строить дроны и ракеты, а до этого занимались поиском локаций для съемок сериалов. Шикарно. Как вы думаете, действительно будут копать под Минтича? И является ли он, таким своим Свинарчуком? Только как у Порошенко был Свинарчук, а этот у Зеленского. Этот кабанчик уже нагулял сальца, жирка. Это, вопрос только, когда его резать. Я так понимаю, резать будут не наши. Конечно. Дадут еще возможность погулять, но это вопрос только времени. Каким образом это отразится вообще на поведении политическом Зеленского? Сейчас мы видим, что он очень активно занимается раздачей слонов. В общем, всем сестрам по серьгам. Прошла информация, только прошла, что повышение зарплат не будет для учителей. Выходит Лесовой, говорит, нет, будет. Только там что-то, все будет, всем все дадут. Да, если ты беременна сейчас, украинка, потерпи. С 1 января роди, и тогда, соответственно, получишь свои 50 тысяч гривен, а так, конечно, увеличенная помощь, помощь. В общем, по всем фронтам раздает Зеленский направо и налево деньги, но тут и на сегодняшнем совещании, кстати, тоже возник очень интересный вопрос контрактов для ВСУ. Значит, год, два, 3. В общем, подробностей мы так и не услышали. Их больше сливал один из офицеров. В общем, слив был в Радио Свободу о том, что год отслужишь, одна сумма, такая денежка, 10 лет, побольше сумма выплаты единоразовой и совершенно 7, 8, 10 миллионов, какие-то такие. Но в рассрочку, но много. Много, но в рассрочку. И сегодня тоже это поднимали, и примечательно, что Шмыгаль, а это министр обороны, если кто забыл, я напомню, в Украине, а то люди забывают, да, он как-то не особо отсвечивает сильно, он, говорит, что это будет в первую очередь предложено действующим военнослужащим.
То есть, представляете, какой путь у человека? Ему дали по печени, забрызгали баллончиком, засунули в бус, выжил, слава богу, в учебке, попал в какую-то часть, а ему тут и зарплату поднимают, и предлагают на год контракт подписать. Но если на 2 подпишешь, то с 2 лет контракты можно отслужить 2 года, а потом на год не служить. Представляете, как придумали? Не, ну, шаг правильный, но его бы отмотать годика 2 назад, 2,5, ну, тогда было бы в самый раз. Тогда не спорю, было бы в самый раз. А сейчас вопрос, вот этот фестиваль невиданной щедрости из уст президента. И 1000 километров проехать по Украине. Знаете, вопрос, а где деньги? Откуда у нас непонятно, с чего выезжает страна, денег до конца первого квартала этого 26 года. А что дальше? Но, знаете, вот когда начинает появляться перспектива выборов, начинается фестиваль невиданной щедрости. И все властопридержащие, у них отработка 2 мизансцен. Ну, первая мизансцена – рубка голов худых бояр. И, судя по всему, после Покровска козла отпущения мы увидим, я думаю, будет сельский. Вот. И раздача шуб с царского плеча. И матерям, и учителям. Только вопрос с нашим государством полубанкротом. Откуда деньги? Нет, ну если переименовать казначейство в скарбницу, ну тогда, наверное, деньги появятся. Ну и да, и вместо копеек да, и сделать шаги. Ну, Можно даже, главное, можно даже над Нацбанком написать вывеску там «Шаг навстречу украинцам». Ну, вот так. почитайте мемуары Скоропадского о склонности украинцев к театральности. Мы в прямом эфире, друзья. Пожалуйста, поставьте лайк, напишите, что думаете. Орбан прибывает в Белый дом для переговоров с Трампом. На крыльце журналисты выкрикивают, так а что там по встрече с Путиным? Есть такая возможность. Значит, Трамп говорит, шанс есть всегда. Ну, вот как, интригует старик, интригует. А вот непосредственно уже в овальном кабинете сделал заявление, что Орбан особенный человек, я знаю его давно, мы будем говорить о торговле. Немного поговорим о России и Украине, поговорим об энергетике и ценах на энергию. Сейчас в США стоимость энергии на довольно низком уровне. Мы бурим, детка, бури. Да, так мы это называем, говорит президент Соединенных Штатов Америки. Слушайте. Ну, опять-таки, какие-то такие, знаете, ну, какие-то торгашеские, а не геополитические вещи. Такой вопрос же я не раз говорил, потому что Трамп, прежде всего, бизнесмен, только во вторую, третью очередь. И да, где он видит гешефт, поэтому Будапешт, я все-таки ставлю на то, что Будапешт состоится. Ну, если да, и мелькали на этой неделе новости в плане того, что урегулировать несколько моментов и можно будет возвращаться к проведению саммита. Но ведь там, еще раз подчеркиваю, нас наивно полагают, что там будет Украина и только Украина. Нет, там Украина будет только одним из многих вопросов. А эти вопросы, есть масса, в том числе экономических вопросов, где позиции сторон вполне стыкуются. Ну так а чего ждать от этого Будапешта? Понимаете, вот тот Будапешт, который Трамп объявил, а потом он сорвался. Ну, кто-то говорит из-за Рубио, отец Илона Маска сказал из-за оружейников. В общем... Зеленский рассказал, что из-за него. Конечно, да, из-за него, из-за Зеленского. В общем, ну, срыв сорвался. Вот тот Будапешт все понимали, он о мире. А вот этот, который сейчас, он о чем? Ну, я думаю, что там, прежде всего, будут вопросы глобальной безопасности. Ну, тоже Ближний Восток, и американцы там собираются на авиабазе под Дамаском разместиться. И, мы знаем, российские базы в Сирии остались. Интересно.
Трамп зовет в Вашингтон лидеров центральноазиатских государств. Я думаю, в Пекине и в Москве эту новость восприняли очень настороженно, как это влазят американцы, пытаются вернуться в те позиции, которые были еще 15 лет назад, когда в Манасе, Манас, авиабаза под Бишкеком, где американцы использовали промежуточную для поставок в Афганистан. Но за это время много воды утекло, и очень сильно Россия сохраняет свои позиции, и Китай значительно усилит. Явно эти вопросы должны быть уведены. Те же проекты. Ну, как бы у Виткова с Дмитриевым как бы все нормально складывалось. Дмитриев, там, судя по его, я не помню, так, довольно оптимистические прогнозы дают. Поэтому, я думаю, будет не только Украина, будет масса других вопросов, но это 2-3 недели, я думаю, этот саммит состоится до Нового года. То есть до Нового года Будапешту быть. Да. Интересно. Скажите, вот понятно, что Европейский Союз сейчас, ну, в общем, не в самой лучшей форме. Об этом конкретно пишет Bloomberg, обозреватели, колонки, причем пробежались по всем. По британцам, по немцам, по всем. Говорят, единственное более-менее, кто чуть-чуть на плаву, это Мелани. И она понимает, что в Италии как бы она чуть-чуть на плаву, и поэтому так стремглав не бросается помогать шибко Украине. Это тоже все обратили на это внимание, заметили. Однако, Андрей Владимирович, что вы думаете насчет денег? Ну вот денег. Дадут европейцы деньги на продолжение войны? Или, ну, с хлеба на воду будут перебиваться на Банковой? Ну, скорее всего, с деньгами там не получится. Потому что пока заговорили об альтернативных вариантах, в том, что за счет долга увеличить дефицит бюджета Евросоюза, если за счет этого помочь Украине там, по отдельности, но пока альтернативного варианта вот этому репарационному кредиту пока не просматривается. И да, позиция Бельгии, собственно, премьер-министр Бельгии, не изменил позицию относительно того, что были против того, чтобы деньги были взяты с депозитария. Поэтому я думаю, что 30 на 70, 30% ну, то, что деньги найдут, 50% на то, что не получится. Выбор. Пока, ну и в самих европейских странах, то, что результат выборов в Чехии, это вполне определенный политический сигнал. То, что тенденция урбанизации Восточной Европы набирают обороты. А впереди еще и в 2026 году парламентские выборы в Британии. И, судя по всему, тот единственная страна, где был консенсус между двумя ведущими политическими партиями относительно поддержки Украины. Вот как раз у партии реформ Найджела Фараджа и на оппозиции, которые считают, что не стоит так безоглядно. Да, надо помогать, но прежде всего надо решать собственный вопрос. Поэтому, если бы была иная экономическая ситуация в Евросоюзе, вы говорили о экономически на подъеме, то можно было бы строить более оптимистические прогнозы относительно поддержки Украины. Но пока мы видим, в сухом остатке остается то, что много говорят и очень и недостаточно делают. И за этот год мы вполне ощутили то, что сворачивание американской помощи, прежде всего военной. Посмотрите на карту. Да, значит, друзья, опять новости из Белого дома. Ну, как они, из рога изобилия же эти новости. Значит, диалог. Ну, в общем, смотрите, какая вот тоже интересная вещь. Трамп сажает Орбана рядом с собой. Ровно за теми же пустыми тарелками, что и сидел Зеленский.
Там советники вот эти все, они как бы напротив в прессе, да, то есть Зеленский был напротив, то есть его там постоянно нависали над ним вот эти журналисты. Значит, диалог. Трамп, вы хотите сказать, что Украина не может выиграть эту войну? Орбан, чудо может случиться? Трамп, да. Ой, называется те же. Знаете, ну, когда неделю назад мне начали звонить по поводу прогноза Шмуля Кабинетского, насчет светлого будущего Украины, то, что 15 января война не закончится, знаешь, как бы в мире есть масса вещей, которые не поддаются логике и рациональному уму, да, это разряды чудес. Ну, надо все-таки быть реалистом и смотреть на реальное положение. Но для Украины не оптимистично. И учитывая ту эффективность госуправления, военного, все на пользу. Без комментариев. И да, чудо может случиться, но, знаете, ну, это там, обычно детки до 5 лет верят в Деда Мороза, чудеса, Санта-Клауса. Вот. А надо все-таки смотреть на вещи трезвым взглядом, без мелкокрасочного покрытия. Но позитива у нас хватает на едином марафоне. Чем все это потом может обернуться, по-моему, говорить. Рано или поздно произойдет столкновение с реальностью. Дай бог, чтобы оно не было фатальным для страны. Андрей Владимирович, ну, слушайте, так как расписали по красоте, расписали ситуацию с Анджелиной Джоли, это, конечно, ну, даже если будет катастрофа, никто о ней не узнает. Мы это четко видим. Значит, буквально перед нашим эфиром появляется информация. Значит, этот водитель объявился, говорит, я здесь, Пищиков фамилия, офицер запаса, вот этот самбист с больной спиной. Короче, выходит и говорит, все нормально, все хорошо, это не то, о чем вы подумали, я все расскажу. Ну и, в принципе, ТСН рассказывает. Значит, его действительно мобилизовали, не отпустили, хотя была информация на протяжении дня, что его все-таки отпустили. Его мобилизовали, говорит, на блокпосту его попросили проехать в ТЦК, уточнить некоторые нюансы. Это было сделано каким-то таким предательским, обманным путем. Но, тем не менее, значит, с документами у него было все в порядке, и свежая ВЛК, и он не был в розыске, а говорили всю дорогу, ну, другое. Ну, в общем, короче, не отстали от него, будет служить. И тут другие же там, знаете, вещи. Там Джоли поехала дальше, ее там фотографируют, в общем, там то заправка, то погранцы, то там вручают какие-то сувениры, в общем, класс. Но какой осадок после вот этой всей бурной истории у вас остался? И что, действительно прям Джоли приехала в Украину, а никто не знал из офиса президента? Ну, дело в том, что такие селебрити, все-таки суперзвезды, они же просто так не есть. Ему есть своя цена. И 1 миллион, 2 миллиона, там, некоторые поменьше, чуть-чуть выпали в тираж. А есть райдер. Ну, об этом, ну, всегда хорошо известно. Поэтому можно сделать вид, что об этом абсолютно не. Ну, уже второй раз приезжал. Вот. И, ну, единственный, кто бескорыстно приезжал в свой Yorkland, это был Ван Дам, по-моему, министр Украины. А все такого рода звезды, они заловые. Ну, для чего? Ну, наверное, чтобы не смотрите в мир. Не смотрите в сторону Покровска. Ну, отсюда вот эти фантасмагорические заявления про то, что эвакуацию Киева. Но, Александр, ну, вы же знаете, что в Киеве живет сейчас около 6 миллионов. Но у Киев-пространства всего 500 автобусов. Как эвакуировать? Ну и опять же, человек такого рода уровня, чиновник, он должен конкретно, что да,
у нас вот ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, если там такое грохнут, и будут минус 10 мороза, у нас вот такие-то районы, Деснянский, там, Дарницкий район, такое-то количество домов окажется в катастрофической ситуации. Но ведь есть масса домов в Киеве, где собственные котельные, есть другие варианты. Поэтому понятно, что тотально Киев не побежит. Ну, зачем-то делается такого рода заявление? Наверное, это такого своего рода информационный спин. То есть пытаются перебить какие-то другую, негативную для власти информацию. Судя по всему, по количеству такого рода новостей. То депутат Мазурашу якобы Джек Рассел терьера украл, там, какой-то Ровенской или Ковельской забегаловки, погрузил в машину, запер на ключ и убил собак. Владелец потом. Ну, шикарно. Ну, видимо, чтобы заплатить. Ну, никто не обсуждает то, что фактически в нарушение Конституции и Гражданского кодекса у нас 236 слуг народа и примкнувших к ним негодяев проголосовали за законопроект 14005, который позволит лишать людей единственного жилья. Единый реестр должников. Ну, у нас ТЦК хорошо поработала, примерно 30% у нас должники по коммунальным услугам, 30% это по штрафу полиции, штрафу ТЦК. Теперь, если у тебя не оплаченный штраф, там, не продать имущество, не продать квартиру, не поставить машину на учет, не ее продать не сможет. Блокируются карточки. А продать квартиру может только судебный исполнитель. Нарушение Гражданского кодекса, который запрещал до сих пор реализовывать единственное жилье, которое в распоряжении семьи. Вот. Что это? Ну, то, что у нас ударными темпами шел еще с нулевых демонтаж социального государства, это факт общеизвестный. А то, что это так делается в наглую и в нарушение Конституции, которая у нас на гвоздике в уличном туалете Владимира Александровича на паузе, это просто нонсенс. А где Конституционный суд? Тем более, 236 мудаков на шмусь. Если вот с каким видом они пойдут общаться со своими избирателями. Я думаю, что большая часть из них на людей не покажется. Поскольку уж попахивает. Единственная фракция, которая в полном составе отказалась голосовать, по Батькивщине. Ну, может быть, у Юлии Владимировны, почувствовав возможный запах приближающихся выборов, проснулась старая чуйка, но поступили правильно. Ну так о каких выборов, понимаете? Выборами-то и не пахнет. Зеленский, конечно, делает вот эти телодвижения, да, но, смотрите, это не популизм, а забота о людях, говорит Свириденко. Знаете, когда приступы заботы о людях начинаются обычно, когда пахнет. Вот, я 30 лет это наблюдаю, всегда стабильно. О пенсионерах, учителях, врачах, от этого несколько лет потрошат карман и плевать они хотят. Ну и плюс некоторые там телодвижения, наблюдаемые телодвижения в штабах, там, работа с активом, учеба активов, это обычно 9 месяцев, полгода до выбора. Да, друзья, давайте перейдем к вашим вопросам, только закроем наше голосование. В общем, интересно, конечно, распределились голоса, но ожидаемо. Зачем Лукашенко зовет украинцев к себе? 17% знает, что все скоро закончится. 20% знает, что все не скоро закончится. 27% он издевается над Зеленским просто. И 37%, что зима близко. И хошь не хошь, как ни крути. Если надо, если все будут мерзнуть и будет катастрофа гуманитарная, всеместная, дурное дело не хитрое прорвать границу в Беларусь, например, да? А чего? Нет, там, кстати, там и минировано, то есть там надо знать,
где и куда ходить. Поскольку укрепление белорусской границы за эти годы занимались довольно... То есть там последние случаи, когда люди поехали рубить лес или сами, банально автомобильные экономии, такое, что же назад проходило. То есть там весьма небезопасно. Поэтому так вот через белорусскую границу, я думаю, все-таки это традиционная белорусская гостеприимство плюс Да, значит, друзья, перейдем к вашим вопросам. Начнем с вопросов из клуба зрителей Шелеста в телеграм-канале. Спасибо, что подписываетесь, поддерживаете. Значит, вопрос Андрею. Трамп будет свидетелем мира между Россией и Украиной или будет мир уже без него? Я думаю, что все-таки война остановится. Я не говорю, мир это полноценный мирный договор. Я думаю, что война остановится при Трампе. Будет ли мир? Не. Да, вот, кстати, приходят цитаты из встречи с Орбана. В общем, Трамп говорит, что хотел бы сохранить Будапешт в качестве площадки для возможного саммита с Путиным. Орбан говорит, что, в общем, быть максимально готов, максимально полезным при мирных усилиях американского президента. И Трамп резюмирует: Виктор считает, что мы положим конец этой войне в не столь отдаленном будущем. Скоро, опять скоро мир. Ну, не столь отдаленное будущее – это такое растяжимое понятие. Вот, от 2 до 6 месяцев начинают говорить, но не следует. Значит, перейдем к вопросам из сообщества YouTube. Вот такие вопросы у нас для вас. Александр Македонский. Кого считаете самым умным, образованным политиком в Украине за последние 25 лет? И вдогонку, с кем из известных было интереснее всего сотрудничать? Ну, наверное, интересные были Тимошенко и Кадыров. Кстати, преподает и многие, и тут что не сумел сделать себе publicity, но тем не менее я прекрасно помню, как времена Януковича многие вспоминали тот период, когда давление налоговых и правоохранительных органов, это было аж при Ющенко, при Ханурове значительно ослабло. То есть, да. Ну, теперь ностальгируют уже по временам Януковича. Ну, люди быстро забывают прошлое. Поэтому из менеджеров, ну, для меня, пожалуй, Кирпа. Не политиков. Он не столько политик, но как топ-менеджер. Знаете, на фоне истерики Лещенко, который получает десятку баксов, тысяч баксов в месяц, льет слезы по поводу плачевного финансового положения дел Укрзалезницы, но при Кирпе она была убыточной. Я не говорю о том, что Кирпа тоже, вот как и Павел Иванович Лазаренко, не макал пальцы в мед, но хватало, чтобы отремонтировать практически все вокзалы и станции, он навел порядок. И Укрзалезница была неубыточной, в отличие от молодых реформаторов со светлыми лицами, которые восседают в наблюдательных советах, но толку от них как козла молока. Да, вот такой еще вопрос от вас. Да, Александр, звук у вас пропал. Да, смотрите, еще такой вопрос. Значит, приезд глав Средней Азии к Трампу – это выстраиваемый им клин между Россией и Китаем, или это завуалированная американско-российская торговля в обход своих же санкций? Откуда ведь возникла вдруг у этих стран многомиллиардная потребность в американской продукции? А? Абсолютно верно, клин. Клин, и надо понимать, ну, что из-за чего там так расстроился насчет Будапешта, ну, видимо, он все-таки рассчитывал получить какой-то черновик, какой-то драфт мирный, скажем так, договоренности с Путиным, и уже с этим козырем на руках поехать к Си.
Возможно, в Москве это посчитали и не пересекали. Они не дразнить товарища Си. Ну, с точки зрения политики поступили, я считаю, абсолютно рационально. Саммит рано или поздно состоится, а вот проблемы с Китаем абсолютно. А Трамп, да, бить клин. Значит, Анатолий спрашивает. Лукашенко в интервью разъяснены по времени 3 разным корреспондентам. На вопрос, почему Путин после учений часть войск отправил на Киев, отвечает, что об этом надо было поинтересоваться у Зеленского и даже не у Путина. О чем это он? Спасибо. Ну, я думаю, что шла коммуникация не публичного толка, как говорится, результаты, которые до нас не доводили, но, очевидно, вот этот шанс, когда уже до вторжения в Украину оставалось не недели одни, еще был какой-то шанс все это остановить. Очевидно, этот шанс не был использован. Но Лукашенко, ведь Беларусь страна-члена ДКБ. Тут уже отказать не мог. Это пока мог, но да, помогал и продавал для украинской нацгвардии МАЗы, Яваковы покупали. И украинские танки заправлялись дистопливом с Мозовского нефтеперерабатывающего завода. Это тоже было. Но в какой-то момент особого выбора у него уже нет. Такую ситуацию, когда нужно было это принять. Да, это, конечно, его помнят слова о том, что если пересекут границу, украино-белорусскую границу, то только на тракторе. Но тракторы получились защитного цвета, производство рамового завода. Т-72. Значит, добрый вечер, Александр, Андрей Владимирович. Вопрос, начну издалека. Вчера акционеры Тесла утвердили компенсацию Маску, которую он получит, если достигнет амбициозных целей, тем самым озолотив акционеров. Самому же ему светит $1 триллион. Как вы думаете, какие цели были поставлены перед Зеленским и его партнерами, и что светит ему? Вот. Владимиру Александровичу, очевидно, светит мемуаристика на берегах Туманного Альбиона или Персидского залива. Вот. Но я думаю, что триллион ему не точно. Ну и опять же, это ж триллион как-то контроверсийно на фоне того, что в некоторых странах продажи Тесла упали на 90%. У Илона Маска не все. Но гениальный визионер. У него получалось много того, что казалось сумасбродом, но фантастически. Может быть, такие ставят этот мировой рекорд, таки получит свой триллион. Но слово не воробей. Уважаемый Андрей Владимирович, как вы думаете, если Зеленский начнет проигрывать вчистую или его начнут сливать союзники, он способен устроить дембельский аккорд, то есть страшный громкий пиар-удар по атомным станциям или Кремлю, например, чтобы вызвать эксцесс-реакцию Москвы и далее по сценарию ядерным доктринам? Спасибо, если поделитесь своим мнением. Ирена, Израиль. Ну, я думаю, до этого не дает. Спички детям не игрушка, поскольку устроить нечто подобное – это 1-2 человека, то есть в узком кругу такое не решишь, Зеленский не может сказать, что государство – это я, как бы он не действовал как монарх, но есть определенные красные линии, которые не очень связаны с атомной энергией. А то, что может устроить дембельский аккорд, я думаю, других вариантов хватает. Вполне может, уходя, хлопнуть дверью, так что посыпется что-то.
Значит, добрый вечер. Вот сидел по своим делам в чате GPT. Вижу, Шелест эфир запланировал. И думаю, дай-ка спрошу у него, какой бы вопрос он задал Андрею Золотареву. Чат GPT вас знает, много вопросов накидал. Вот прям сходу взял один из первых. Цитирую. Как Украина может сохранить внимание мирового сообщества, если другие кризисы будут отвлекать внимание Запада? Что, по-вашему, должно измениться в украинской внешней политике, чтобы поддержка стала более устойчивой? Чтобы поддержка стала более устойчивой, страна должна стать стабильной, договороспособной, ну и живущей по каким-то правилам. У нас, когда, вот особенно вот вояж Анджелины Джоли, наглядная иллюстрация того, что мы сегодня являемся гибридом дурдома и концентрационного лагеря. Ну, как бы, мечтать ни по одному, ни по другому еще не закрыть, но, по крайней мере, возвращение к нормальности дает хоть какой-то шанс. Иначе и этого не будет. Но, к сожалению, видосики, мизансцены, инфоповоды, ну, то, в чем комфортно себя чувствует наш президент. Ну, знаете, как любое лекарство, оно препарат. Ну, сначала этот препарат эффективен, действует, бодрит, организм привыкает, требуется все большая доза. Потом уже там на третьем, четвертом этапе начинается аллергическая реакция и начинает убивать. Так и с той моделью. Поэтому ничего иного для Украины. Целое разнообразие выбора для Украины я не вижу. Алексей, почему этот важный вопрос никто не обсуждает? Правда ли, что война разрушила многие семьи? Часто ли бывало такое, что мужья-фронтовики, которых отправили жен и детей в Европу, в итоге получили шокирующую весть о разводе после того, как бывшая жена нашла себе богатенького европейца? Или если мужчина стал инвалидом, то он вообще никому не будет нужен, ни государству, ни незамужним девушкам, которые предпочтут здоровых? Что предлагают патриоты-националисты Стерненко и Притула для спасения генофонда Украины? Знаете, ну, первое, то, что проблема, мы говорили о 21 тысяче созначений. Проблема-то в чем? Да, ход Шмыгаля там с новыми контрактами, увеличение денежной доли, все правильно, но ведь люди бегут из армии, потому что они превращаются, на них смотрят как на безработных рабов. Раз. Два, то, что на них смотрят как на расходный материал, который можно списать как канцтовары или карандаши. Три, то, что должно на бумаге выполняться, не выполняется. И как последнее, это то, что люди не хотят класть зло ради того, чтобы Стерненко улучшал свои жилищные условия. Кто-то там ездил с концертами, будучи там сержантом на Нацгвардии, по-моему, Жадам. Таких примеров, когда люди ходят в пикселе, но при этом не подставляют голову, не едят сытно, задница в безопасности, хватает так называемых придурков. Люди ради этого, видя это, они, естественно, будут для себя делать вполне определенные выводы. Поэтому много примеров того, что люди, возвращаясь потеряв здоровье, они не получают того, что им положено по праву. Да, на 600 гривен и хоть ты сдохни. И я уже это проходил. В 80-е годы много и красиво рассказывали про интернациональный долг, про помощь афганским братьям, а потом уже в начале 90-х везде рассказывают, что я вас туда не посылал. Так это будет и сейчас. Но может ли, если нет банально под вот этими социальными обязательствами нет экономического фундамента, то все это будет просто так. Что бы там ни обещали, какие бы там деньги, льготы, вернется с фронта миллион, демобилизуется миллион человек. Там многим обещают участник боевых действий. Под этими льготами никакого экономического фундамента нет. Что касается семей.
Да, очень много таких кейсов, когда год-два за рубежом, ну и женам надоедает тосковать, находят себе бойфрендов, иностранцев, таких же иммигрантов, и семьи распадают. Да, 1-2 года, и люди пускают корни, дети идут в школу, адаптируются, там, находят работу, жилье и уже о возвращении не думают. А муж, ну, это все в прошлом. Да, таких трагедий очень много. Переходим в чат трансляции. Значит, так, друзья, ну, в общем, много комментариев. Вот Александра спрашивает, зачем вы, Андрей Владимирович, называете павших российских солдат, которых передает Украина, тушками? Ну, это один раз ляпнул, если кого-то обидел, извиняйте, но, знаете, ну, когда ботва начинает делать флешмоб, когда смотрю аккаунт, там 1-2 подписчика, ну, понятно, ну, знаете, я не хочу кормить троллей. Так, ну, кормите ж, получается. Ну, это ж видите. Я скажу так, вижу хамство, вижу вот такое хоровое пение, просто без разговоров бань. Значит, зачем Казахстану авраамические соглашения, спрашивает пользователь. Это, кстати, интересный вопрос. На кой оно им надо? Ну, такая же бывший дипломат. Короче, все-таки важен статус. Как-то поднять все-таки геополитический статус Казахстана, поскольку что там не только в Казахстане вспоминали в связи с этим киногероем Баратом. Помните, был такой. В принципе, Такаев, я считаю, что правильно делает. Все-таки внешнеполитическая активность центральноазиатским странам, не только Казахстану, она выгодна. Значит, Лина Востроилова, Александр Шелест. Вопрос вокруг минских. Жаркие споры. Их выполнение могло исключить войну или нет? В принципе, я думаю, ну, как минимум, оно бы могло отодвинуть. Потому что там другое, поскольку встраивание на конфедеративных условиях ДНР, ЛНР возвращения в Украину, по сути, это конфедеративно. И конфликт рано или поздно бы случится. И, возможно, в него мешалась Россия. Вот. Но, во всяком случае, в краткой и среднесрочной перспективе войну бы это точно отодвинуло. Значит, их поздравляют с Днем Октября Великого. 7 ноября, красный нос календаря. Ну, с парадом ходили, тоже помним, но было и такое. Да, значит, друзья, смотрите, тут пишут, вот, там не замечает Шелест, замечания замечаю, собственно, по поводу звука, решим эту проблему, я думаю, что все будет хорошо, но сегодня так, как есть, как бы имеющие уши да услышат, ну, пока так, в любом случае, я думаю, что у вас практически тут без малого 10 тысяч, это означает, что все-таки иногда к чему-то прислушались, да, и что-то уловили и поняли. Ну, по крайней мере, так хочется верить. Всем большое спасибо за то, что побывали на нашем сегодняшнем эфире. Андрей Владимирович, благодарю за время и мысли. Взаимно. Всего доброго. Друзья, берегите себя. Всем добра и света. Увидимся совсем скоро в шуме. Услышимся, пошумим.